Приветствую своих подписчиков и гостей моего канала. Сезон закончился, будем готовиться к зиме. Какие работы я буду проводить? Ну, прежде всего, оборвем весь лист, который не успел опасть, посрезать пасынки, обрезать кусты, убрать всю листву, чтобы не размножать патоген, потому что в листве зимуют вредители, болезни, поэтому надо от этого всего избавиться. Лоза хорошо вызрела, поэтому можно обрезать и на черенки, на размножение. В общем, сезон был хороший, шикарный, теплый, поэтому есть чем поработать. Поэтому сейчас займусь обрезкой. Это уже предпоследний этап для виноградарства в этом году. Следующее будет уже укрытие. Сейчас мы обрежем, пришпилим к земле. И уже когда пройдут морозы устойчивые, там до -5, виноград закалится, пройдет закалку, и потом можно будет укрывать на зиму. Ну, если времени хватит, может, покажу обрезку, как я это делаю. Она у меня такая своеобразная. Ну, на этом все. Вот однолетний кустик. Называется он Самба. Посажен был в этом году весной. Вот он весь сезон вегетировал. Ну, вырос он у меня, как бы не самый сильный был, конечно. Вырос он у меня, наверное, ну, на метр, наверное, не более. Слабенько шел, но к концу сезона более-менее пошел. Толщина у него тоньше карандаша, поэтому я его буду обрезать на 2 почки, условно говоря. Значит, однолетки на 2 почки. Ну, оставлю запасик, сделаю там 3-4, мало ли как перезимует, неизвестно. Пускай будет небольшой запас. Срезаем всегда с запасом, оставляем пенечек. Вот глазок, ну, по пасынку можно ориентироваться. Вот здесь глазок. Оставляем 1,5 сантиметра. Для чего это делается? В деревьях обрезают на почку. Рано потом затягивается у них. В винограде так не происходит. Когда мы срезаем, где-то на сантиметр древесина усыхает и может задеть почку. Поэтому мы делаем отступление. 1,5 сантиметра. Вот этот сантиметр усохнет, почечка будет живая. Ну, тут у меня запас, поэтому тут без разницы. Ну, по привычке я все равно делаю, обрезаю. Так, тут приличный запас вообще стал. Все, пускай будет. Так, это у меня тоже однолетка. Так, это блестящий. Вот здесь уже... Он тоже был посажен в этом году весной, но толщиной с карандаш. Поэтому я уже могу попытаться в следующем году получить с него сигнальную гроздь. Поэтому его я немножечко побольше оставлю. Раз, два, три, 4. Возьму, чтобы можно было привязать к нижней проволоке. Видите, какой? И все вызрело, главное. Все вызрело. Поэтому я его обрежу примерно, ну вот, примерно так. И попытаюсь с него получить одну сигнальную гроздь, чтобы попробовать. Чтобы подтвердилась сортность. Что мне действительно продали этот сорт, а не какой-то пересорт у меня там попался. Все. И вот это удовольствие мы пригибаем к земле и пришпиливаем чем-нибудь, что у вас есть под рукой. Электрод, проволока толстая и так далее. Все. Вот так вот пришпильнули. Сильно к земле не касаемся. Все. Вот так он будет зимовать. Сейчас мы его укрывать не будем, мы его пока просто пригнули. Чтобы потом, когда там приморозки будут и так далее, чтобы ее не поломать.
Сейчас он пока еще гибкий, влажный. Поэтому вот идеальный вариант однолетнего куста. Толщиной с карандаш. Вымахал он у меня метра на 3. Вызрел, наверное, на метр. Примерно. Вызрел на метр, но он тут немножко его изюм покоцал. Пока откину, может быть, что-нибудь на черенок останется. Посмотрим. А вот здесь не вызрела. Сразу видно, не вызревшая лоза. Она зеленая. Вот не вызревшая и пошла вызревать постепенно. Так что вот это мы можем смело вообще срезать. Это не годится. А вот из этого мы можем получить черенок и укоренить. Или кому-то подарить, или продать. Ну, что угодно с ним можно сделать. Вот еще один однолетний. Это у меня Каталония. Тоже вызрела шикарно. Вот это все лозаняка. Это все, она по сути вся вызрела. В общем, для однолетки очень даже хорошо. Тоже посажен в этом году весной. Тоже попробую с него получить сигналочку. Поэтому срежу его тоже так. До нижней проволоки, чтобы достал. Сделаю запасик. Так, ну на черенки, возможно, не пойдет. Тут что-то зеленоватый он, не очень вызрел. Но главное, что у меня куст вызрел. Ну, черенков не получится из него сделать. Зеленоват. Вот еще однолетний кустик. Аладдин. Тоже посажен весной. Был куплен вегетирующим саженцем в стаканчике. Ну, пошел он так, не так, чтобы очень, но все-таки более-менее с него что-то пошло. Значит, тоненький, тоньше карандаша, соответственно, мы его обрезаем на обратный рост на 2 почки. Но я, как всегда, сделаю маленький запасик. Неизвестно, как перезимует это удовольствие. Вот тоже однолетка. Был вместе с Аладдином куплен. Юпитер, кишмиш. Тоже не очень хорошо пошел. Ну как, пошел и пошел. Вру. Так. Аладдин и Юпитер были куплены на выставке осенью вегетирующими саженцами. И вот посажены по осени. По сути, я их купил однолетками. Они с весны, ну, росли где-то там в стаканчике, в теплице где. Ну вот, обрезаю его на обратный рост. В следующем году буду выращивать из него 2 лозы. Вот 2-летний саженец, платовский. Я его вот в этом году, вот 2-й год ему, вырастил 2 лозы. Если бы они были толщиной с карандаш, можно было потиху нагружать. Но так как они все-таки тоньше, тоже пускаю на обратный рост. И в следующем году буду уже 4 выращивать. Соответственно, здесь на 2 почки с запасиком. И здесь на 2 почки. Возьму с небольшим запасиком. Все. В следующем году я буду уже выращивать отсюда 2. И отсюда 2. И у меня сформируется уже 4 лозы. Буду уже формировать 4-рукавный веер. Вот еще 2-летний кустик. Этот пошел немножко пошустрее. Но одна лоза не вышла. Вторая вышла. Вот на этот, кстати, видите, он уже толщиной с карандаш.
его можно будет нагрузить, немножечко попробовать и получить с него что-нибудь. Вот так его обрежу. В общем, на второй год он должен быть с 2 побегами, но второй что-то как-то не пошел по каким-то причинам. Поэтому в следующем году, кстати, сразу 4 из него буду тянуть, так как он уже по срокам своим, по годам своим, так сказать, может сформироваться нормальный четырехрукавный веер. Это тоже платовский, кстати. Вот это тоже двухлетка, Marshall Foch, но он пошел у меня пошустрее. И его уже можно будет потихонечку подгружать. Вот, кстати, вылезло тут 3 лозы сразу, хотя мне надо было 2. Ну, где-то я его проморгал. Так, вот это уберем. Это ставим на пару почек. И все, этот я уже могу формировать. Я его так к земле пригну, пришпильну. Вот обрезал буквально его на метр. В следующем году я его уже могу нагрузить, ну, на каждую лозу, я думаю, по 3-4 грозди можно повесить. Будем смотреть, как он себя поведет, как оно будет развиваться в дальнейшем. Так что посмотрим. Ну, вот это более удачный, на мой взгляд, двухлетний кустик. Вот тоже двухлетний кустик. Это Лора. Мне его подарили. Вот на второй год. Ну, уже с карандаш тоже есть толщина. Можно будет в следующем году чуть-чуть подгрузить, посмотреть, как пойдет. Ну, пару гроздочек, наверное, повешу на него. Сильно с ума сходить не буду. Но на пару гроздей, наверное. Ну, вот этот потоньше. Этот на обратный рост. На пару почек. А вот этот, возможно, 2 гроздочки на него и повешу. Ну, возьму его, обрежу. Вот так. Раз, 2, 3, 4. На 8 почек получилось. Ну вот. Верхняя будет у меня с гроздью. Нижние пойдут на формирование куста. Все, это удовольствие мы обрезали. И тоже вот так к земле пришпилим. И будет так зимовать под укрытием. Листва наконец-то опала. Вот остались голые лозы. И сейчас мы их будем обрезать и пришпиливать к земле, чтобы лоза хорошо перезимовала. Вот многолетний куст. Ему уже больше 4 лет. Ну, как правило, 4-летки и старше обрезают примерно одинаково. Это все, что у нас отплодоносило. Сказали ему спасибо. И обрезали. Вот этот рукав. На нем я оставляю одну лозу. Сучка замещения я не оставляю. Бывает, дублирующую лозу оставляю. Ну, когда как придется. И вот в следующем году, это мы срезали, в следующем году вот с этого рукава 1-летняя лоза ляжет на нижнюю проволоку
и будет плодоносить. С каждой почки пойдут побеги. Вот так это будет выглядеть. И так на кустике все 4 рукава обрезаем. Я оставляю по 5, по 6 рукавов, поэтому я сучков замещения не оставляю. У меня всегда есть запас по лозам. Поэтому я в этом плане не заморачиваюсь. Ну и в таком вот плане сейчас все обрежу и пришпилю к земле. Вот что получилось. Вот рукав, плодовая лоза. Рукав, плодовая лоза. Рукав, плодовая лоза. И они у меня будут так зимовать. Будут лежать на земле, будет там тепло, хорошо и уютно. Ну вот здесь, например, я сделал с сучком замещения. В общем, как мне нравится, так и изгаляюсь. Я не привязываюсь к каким-то правилам. Некоторые делают с сучком замещения, некоторые с дублирующей лозой, некоторые дополнительный рукав. В общем, делаю, как сбрендит в голову. Главный результат есть, и это для меня главное. Ну как, правила, конечно, есть определенные. Например, самое основное правило то, что плодоношение следующего года должно происходить именно на лозе, которая выросла в этом году, а не на старых рукавах. Потому что многие обрезают, всю молодую лозу обрезают, оставляют старые рукава. Ну, я у соседей так видел. Это неправильно. На старом рукаве будут почки просыпаться, но они такие непродуктивные. А однолетняя лоза, вот это самая продуктивная. И вот хорошая толщина. Должна быть не тоньше карандаша. Здесь потолще, ну, она очень такая мощная. Достаточно хорошая. Вызрела шикарно. Этот год вообще шикарный. Поэтому как-то так. Ну, все, сейчас буду все доделывать. И выгребательству, чтобы был порядочек. Ну, примерно прикинем, как у меня будет все это висеть в следующем году. Примерно. Так. Дублирующие будут. Из них я выберу самое-самое. Запас у меня мало, не горю здесь. Так. Этот я заверну сюда. Этот положу сюда. В общем, дырок у меня не будет. Вот примерно так оно будет. Все полностью пространство здесь будет заполнено лозами. И из них еще придется выбирать и лишнее выламывать. Поэтому, ну, вот такая у меня обрезочка. Ну, подгребал. Сделал такие кучки. Здесь порядок. Кучки, кстати, листву обязательно сжигать. Нельзя ее оставлять, чтобы патоген никакой не размножался. Не клещи. Клещи зимуют в старых листьях. Болезни там же зимуют, поэтому, ну вот, то же самое. Все, сейчас до ума доведем и буду собираться домой. Ну, вот так все это выглядит после обрезки. Все обрезано, уложено. Потом все это будет укрываться. У меня будет сухое укрытие. Укрываю я дарнитом.
Листья все подгребал, поубирал, чтобы не разносились здесь болезни. И вот так рядок у меня уложен. Все аккуратненько пришпилено. Ну вот, к зиме мы по сути готовы. Дождемся, когда будут более-менее пройдут заморозки. Кусты пройдут закалку, и потом можно будет уже укрывать. Так что на этом этапе это предпоследние наши работы на этом закончены. Все, осталась последняя работа, это укрыть мой виноградник. Вот нарезал черенков, будет зимой чем заняться. Меня там многие спрашивали, пишите на электронную почту на канале, там вся информация есть, так что пишите, спрашивайте, заказывайте, черенки будут. Ну все, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайк, жмем колокольчик, все, всем пока.